Привет! Твой русский уже достаточно хороший, чтобы начать читать русскую классику. В этой серии видео есть адаптированные тексты от А1 до Б2, а также оригинальные тексты с нашими комментариями. Мы готовим их специально для тебя. В этом видео читаем известный рассказ Антона Павловича Чехова «Смерть чиновника». Этот текст прекрасно показывает черты русского характера. Сейчас мы будем читать текст, который написал сам автор, а на полях вы увидите наш комментарий. Начинаем читать. В один прекрасный вечер не менее прекрасный экзекутор Иван Дмитриевич Червяков сидел во втором ряду кресел и глядел в бинокль на корневильские колокола. Он глядел и чувствовал себя наверху блаженства. Но вдруг, в рассказах часто встречается это «но вдруг». Авторы правы, жизнь так полна внезапностей. Но вдруг лицо его поморщилось, глаза подкатились, дыхание остановилось. Он отвел от глаз бинокль, нагнулся и чихнул, как видите. Чихать никому и нигде не возбраняется. Чихают и мужики, и полицмейстеры, и иногда даже и тайные советники. Все чихают. Червяков нисколько не сконфузился. Утерся платочком и, как вежливый человек, поглядел вокруг себя. Не обеспокоил ли он кого-нибудь своим чиханием? Но тут уж пришлось сконфузиться. Он увидел, что старичок, сидевший впереди него, в первом ряду кресел, старательно вытирал свою лысину и шею перчаткой и бормотал что-то. В старичке Червяков узнал статского генерала Брезжалова, служащего по ведомству путей сообщения. «Я его обрызгал», — подумал Червяков. «Не мой начальник, чужой, но все-таки неловко. Извиниться надо». Червяков кашлянул, подался туловищем вперед и зашептал генералу на ухо: «Извините, вашество, я вас обрызгал, я нечаянно». «Ничего, ради бога, извините, я не желал. Ах, сидите, пожалуйста, дайте слушать». Червяков сконфузился, глупо улыбнулся и начал глядеть на сцену. Глядел он, но уж блаженства больше не чувствовал. Его начало помучивать беспокойство. В антракте он подошел к Брезжалову, походил возле него и, поборовши робость, пробормотал: «Я вас обрызгал, вашество. Простите, я ведь не то что вы... Ах, полноте, я уж забыла, вы все о том же», — сказал генерал и нетерпеливо шевельнул нижней губой. «Забыл, а у самого ехидство в глазах», — подумал Червяков, подозрительно поглядывая на генерала. «И говорить не хочет. Надо бы ему объяснить, что я вовсе не желал, что это закон природы, а то подумает, что я плюнуть хотел. Теперь не подумает, так после подумает». Придя домой, Червяков рассказал жене о своем невежестве. Жена, как показалось ему, слишком легкомысленно отнеслась к происшедшему. Она только испугалась, а потом, когда узнала, что Брезжалов чужой, успокоилась. «А все-таки ты сходи, извинись», — сказала она. «Подумает, что ты себя в публике держать не умеешь». «То-то вот и есть. Я извинялся, да он как-то странно, ни одного слова путного не сказал. Да и некогда было разговаривать». На другой день
Червяков надел новый вицмундир, постригся и пошел к Брижалову объяснять. Войдя в приемную генерала, он увидел там много просителей, а между просителями и самого генерала, который уже начал прием прошений. Опросив несколько просителей, генерал поднял глаза и на Червякова. «Вчера в Аркадии, ежели припомните вашество, — начал докладывать экзекутор, — я чихнулся и нечаянно обрызгал из... Какие пустяки, бог знает что. Вам что угодно?» — обратился генерал к следующему просителю. «Говорить не хочет», — подумал Червяков бледнее. «Сердится, значит. Нет, этого нельзя так оставить. Я ему объясню». Когда генерал кончил беседу с последним просителем и направился во внутренние апартаменты, Червяков шагнул за ним и забормотал: «Вашество, ежели я осмеливаюсь беспокоить вашество, то именно из чувства, могу сказать, раскаяния, ненарочно, сами изволите знать». Генерал состроил плаксивое лицо и махнул рукой. «Да вы просто смеетесь, милостиздарь», — сказал он, скрываясь за дверью. «Какие же тут насмешки?» — подумал Червяков. «Вовсе тут нет никаких насмешек. Генерал, а не может понять. Когда так, не стану же я больше извиняться перед этим фанфароном. Черт с ним. Напишу ему письмо, а ходить не стану, ей-богу, не стану». Так думал Червяков, идя домой. Письма генералу он не написал. Думал и никак не выдумал этого письма. Пришлось на другой день идти самому объяснять. «Я вчера приходил беспокоить вашество», — забормотал он, когда генерал поднял на него вопрошающие глаза. «Не для того, чтобы смеяться, как вы изволили сказать. Я извинялся за то, что, чихая, брызнулся, а смеяться я и не думал. Смею ли я смеяться? Ежели мы будем смеяться, так никакого тогда, значит, и уважения к персонам не будет». «Пошел вон!» — гаркнул вдруг посиневший и затрясшийся генерал. «Что-с?» — спросил шепотом Червяков, млея от ужаса. «Пошел вон!» — повторил генерал, затопав ногами. В животе у Червякова что-то оторвалось. Ничего не видя, ничего не слыша, он попятился к двери, вышел на улицу и поплелся. Придя машинально домой, не снимая вицмундира, он лег на диван и помер.